Память преподобного отца нашего Зосимы. Преподобный Зосима был родом финикиянин и родился в приморском финикийском селении Синде, отстоявшем от города Тира на расстоянии 20 стадий. Упражняясь в подвигах монашества, Зосима воздержанием, постом и иными просиявшими в нем добродетелями исходатайствовал себе столь великую благодать у Бога, что не только пребывал свободным от всякого смущения в своей совести, но и провидел духовными очами своими в отдаленное будущее, как настоящее. Его монастырь находился вблизи того селения Синды, в котором он родился. Однажды случилось ему быть в Кесарии Палестинской, где в то время епископом был преподобный Иоанн по прозванию Хозевит, взятый на епископскую кафедру за добродетельную жизнь против желания из обители Хозевитской, находившейся не очень далеко от Иерусалима, по дороге, ведущей к Иерихону. В том же городе Кесарии проживал некий благородный патриций по имени Аркесилай, муж благочестивый, украшенный всякими добродетелями. У него обитал преподобный Зосима, быв принят с честью и радостью. В тот самый момент, когда Антиохия рушилась от землетрясения, старец стал внезапно стенать, тяжко рыдать и испускать из глубины сердечные воздыхания, и пролил весьма много слез. Затем, попросив кадильницу, и наполнил ее ладаном и горящими угольями, он окадил всех находившихся там. После сего он распостерся крестообразно на земле и стал с умилением молиться Богу. Тогда Аркесилай спросил его: «По какой причине ты так опечалился?» Он во всеуслышание ответил: «Пред моим слухом пронесся шум от страшного разрушения и падения Антиохии. Этот шум звучит и сейчас в ушах моих». Аркесилай и другие, находившиеся там, удивляясь и ужасаясь, записали тот час, в который изрек сие преподобный. А затем вскоре ясно узнали, что сказанное старцем было истинною, ибо Антиохия пала в то самое время, когда старец, прослезившись, распостерся для молитвы и предвозвестил о том падении. Было совершено преподобным много и других чудес. Упомянем здесь о некоторых из них. Случилось как то повыше упомянутому Аркесилаю прийти в находившуюся в Синде обитель преподобного. Обитель же сия отстояла от Кесарии Палестинской на расстоянии 500 стадий. В это время супруга Аркесилая по неосторожности выколола себе глаз спицею и жестоко страдала. Когда святой епископ Иоанн Хозевит узнал об этом, то с поспешностью отправился к ней осмотреть язву и увидал, что ресницы выпали у ней, и глаз вышел из своего места. Тогда он приказал одному из врачей, бывших там, взявших губку, вложить выпавший глаз на свое место и привязать затем губку платком. Когда все это происходило, к Аркесилаю поспешно шагом отправился посланный, дабы сообщить обо всем случившемся в его доме. Аркесилай в это время находился
в Синдийской обители и беседовал с преподобным Зосимою. Узнав о происшедшем в его доме, Аркисилай стал горько рыдать и рвать свои волосы. Преподобный Зосима спросил его о причине плача, и, получив ответ, пошел во внутреннюю келью свою, в которой по своему обыкновению всегда молился. Затем вскоре вышел к Аркисилаю с веселым и радостным лицом и сказал: «Иди к себе домой с радостью, ибо Хози-Вит, подарованный ему от Бога благодати, исцелит твою жену. Теперь у нее оба глаза совершенно здоровы. Болезнь не причинила ей никакого вреда, ибо она чудесно исцелена Хози-Витом». Сие два чуда совершены были теми двумя праведными мужами в течение 1 часа. Святой епископ Иоанн исцелил выколотый глаз женщины, преподобный же Зосима своими духовными очами издалека прозрел то исцеление и сообщил о нем Аркисилаю. Однажды преподобный Зосима отправился в Кесарию. Он взял с собою осла, на которого возложил свои вещи. По дороге его встретил лев. Схвативший осла, зверь побежал с ним в пустыню. Святой Зосима пошел по следам зверя. Когда же лев, съев осла, насытился, старец подошел к нему и, улыбаясь, сказал: «Вот что, друг, иди, мне весьма тяжело, так как я сильно устал по причине своей старости. Я не в силах на состаревшихся плечах своих донести ту тяжесть, которая была возложена на моего осла, которого ты съел, своих донести ту тяжесть, которая была посему, понеси сию тяжесть ты, хотя сие и противно твоему нраву, если ты хочешь освободить себя от Зосимы. Потом же ты можешь снова стать злым и свирепым, согласно твоей природе». Тогда лев, как бы позабыв свою естественную ярость, стал ласкаться к святому и сделался кротким, как агнец, и самою своей ласкою показывал знаки послушания. Святой Зосима, возложивший на него тяжесть, которую нес осел, довел его до ворот Кесарии, затем, сняв здесь тяжесть, снова отпустил зверя в пустыню. Здесь, с одной стороны, обнаружилась всемогущая сила Господня, покоряющая в послушании своих рабов, рабам свирепых зверей, таких как лев. А с другой, очевидно, обнаружилось, что добродетельному человеку, исполняющему заповеди Господни, и от всего сердца служащему своему Богу, Творцу, повинуется и служить все остальное, даже и неразумные создания. И, наконец, сей случай и с несомненностью доказывает всем святость Зосимы Финикийского. Да будет же за все сие слава Богу нашему, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Память Зосимы 21 июня.